It's been confirmed today that Tasmanian Greenpeace activist Colin Russell has been formally charged in Russia with hooliganism after attempting to climb an oil rig in the Arctic. Well, the charge carries a maximum penalty of 7 years, the same charge that saw members of the punk band Pussy Riot jailed. Tonight, we air shocking claims of brutality and extortion in the prisons, including a former prison boss who says his country's infamous Gulag system, exposed by Alexander Solzhenitsyn, still operates. Our story is narrated by Victoria Strobel, and a warning, it contains some disturbing images. Human rights activist Oksana Trufanova and former prisoner Daniil Abakumov are on their way to a prison in the city of Chelyabinsk. Minutes after setting off, they suspect they're being followed. Мы на кольце сейчас покрутимся, чтобы посмотреть, куда за нами вот эта машина нас преследует, поедет. Their suspicions are soon confirmed. Конечно, за нами прям едет. Ну давай по кругу. Еще один круг сделаем. Нет, все, он поехал в ту сторону. Он понял, по всей видимости. Он понял, что его за нос водят. Oksana and Daniil believe they're being watched by the secret police. They're on their way to a sensitive location, Penal Colony number 6, where inmates recently staged a protest against torture. Все говорят, бунт, это никакой не бунт. For 48 hours in freezing temperatures, the prisoners took turns occupying the rooftops, pleading for help. И на той. Сначала на этой вышке появился плакат «Люди, помогите». Потом появились вот на этом здании растяжка. Нас пытают, вымогают. В колонии все знали, что хуже, чем здесь, нигде нет. Что они наконец-то могут вспыхнуть. A guard approaches. Daniil, fresh from a 3-year stretch in the prison, recognizes him. Этот сотрудник меня ранее избивал, подвергал пыткам также. Это корреспондент из Франции. Что делал? Подвергали пыткам, это правда. Кто? Вы меня, 6-й колонии. Может быть. Как в дежурной части избивали, ставили на растяжку, распинывали мне пах, яйца отбивали мне. Также и в ШИЗО это было. Подвешивали на решетке, травили газом. Кто тебя подвешивал? Вы. А это просто ложь? Да, это ложь. А тут не пытают людей? Нет, не пытают. Берите от меня камеру. As the guard heads off to raise the alarm, Daniil describes the torture techniques that he says are regularly meted out to the inmates. Эта система, это проходит каждый день с утра до вечера и ночью над разными заключенными. То есть в этом здании конкретно пытают людей. Подвешивают на решетке, перематывают руки скотчем, раздевают предварительно догола. Ноги распинывают, как я показывал уже ранее, растяжку делают. В общем, подкладывают под ноги карандаши, чтобы невозможно было стоять заключенному. На голову надевают металлическое ведро, в нем припаянные динамики, которые издают звуки автомобильной сигнализации. Ее подключают через усилитель. Происходит в кабинете медсанчасти вот этого здания. A local human rights group filmed rare footage of Colony 6. It shows dormitories packed with beds, mealtime in the canteen, the workshops where inmates sew uniforms, and the cage in the sickbay where Daniil claims prisoners were bound with tape to be tortured. Вот, липкая? Липкая. Today, Oksana is meeting up with campaigner Dina Latyapova, who has collected over 1,000 complaints about the actions of guards at Colony 6. Они же там уроды такие, они такие плохие, они совершили преступление. Так ты точно так же совершаешь это преступление? Ты точно такой же преступник? Когда ты убиваешь, когда ты насилуешь, ты точно так же нарушаешь закон, но почему-то ты считаешь, что ты поступаешь правильно в отношении него. But according to Dina, prison staff also use violence to extort money or goods from inmates' families. Они начинают подходить к осужденному и говорить о том, что вот ты хочешь, чтобы тебя не били? Естественно, любой человек скажет, да, я не хочу, чтобы меня били. Тогда тебе нужно... Тогда нужно, чтобы твои родственники, например, принесли упаковку чистящих средств. Вот тебе, на тебе телефон, звони.
Это все множится, увеличивается, это много-много. И получается, что все родственники начинают работать на данное учреждение только для того, чтобы его сына там, или его мужа не убили. It's a criminal enterprise that few families are willing to talk about, fearing reprisals against their loved ones. But Vera Chigvintsova has decided to speak out. Her son Victor was arrested 5 years ago for drug trafficking and sent to Colony 6. А этот список, это когда только-только привезли сына в колонию. Он позвонил и сказал, что нужно. Записывай, говорит, быстрее, говорит, мало времени. Я быстро записала вот этот список. Тут и пассатижи, бокорезы, кси, там кабель. Я говорю, ну это много, говорю, 300 метров кабеля, это куда? Это нужно для колонии. Если это все у меня будет, мне будет лучше. Потом, через какое-то время, уже поступил звонок, что ему нужно 40 тысяч. У меня таких денег не было. 40,000 rubles is the equivalent of $1,300, about half a year's salary for Vera. Today, she and Victor's fiancée, Irina, are expecting him to make a rare call from inside the prison. Если он пообещал, да, сказал, сделаю, а там что-то не получилось, то он обязательно поедет в ШИЗО. Со мной было в ШИЗО избиение, непосредственно меня распинывали ноги шире, чем это возможно сделать, и пинали в паховую область. Уже наслышана о том, что там происходит. Но просто для меня это вот сейчас, что это на самом деле это даже с моим сыном происходило. Это очень тяжело. Все равно я надеюсь, что справедливость когда-нибудь все равно восторжествует все-таки. In recent years, one case above all has drawn global attention to Russia's prison system. Along this grim stretch of road in Mordovia, 400 kilometers east of Moscow, are 16 of Russia's harshest jails. It's here that Nadia Tolokonnikova of punk band Pussy Riot is being held. This now infamous anti-Putin protest saw her sentenced to 2 years in a reform colony. Today, at a parole hearing, she's hoping for an early release. But her father Andrei believes the proceedings are a sham. Просто протокольное мероприятие, безусловно, 100% отказ. Никто ничего не ожидает. Потому что политической воли нет, никакого сигнала нет, никаких намеков нет. Удовлетворение ходатайства адвоката Крумовой об условно-досрочном освобождении от отбывания наказаний отказать. Скажи притч, а? Nadia is taken away to serve her sentence through until March next year. Her husband, Pyotr, believes the Russian president is making an example of his wife to repress political opposition. Владимир Путин решил сажать людей, чтобы таким образом контролировать недовольных в России и показывать рамки, после которых людей начинают жестоко преследовать. Мой вопрос вот какой. 3 года тому назад на такой прямой линии вы сами отвечали на вопрос о своем отношении к Сталину. Очень аккуратно вынули листок к Сталину. Мне и некоторым моим товарищам видятся некие сталинские нотки, я хотел бы, чтобы их откомментировали. Скажите, пожалуйста, вы действительно считаете, что Россия в 21 веке с помощью приемов таких эффективного менеджера Сталина может быть передовой державой? Спасибо большое. Я не считаю, что здесь есть какие-то элементы сталинизма. Сталинизм связан с культом личности и с массовыми нарушениями закона, с репрессиями и лагерями. Ничего подобного в России нет
И, надеюсь, уже больше никогда не будет. Но это не значит, что у нас не должно быть порядка и дисциплины. It's the way law and order is being enforced in prison that has people worried. Valentin Bogdan campaigns for the rights of inmates. He's collated hundreds of videos of abuses in Russian prisons, including this one he recently received from Siberia. Одного вот заводят, осужденного, они не стесняются, просто его наотмашь лупят, и каждый считает своим долгом подойти и его стукнуть. The idea is to make it clear that dissent will not be tolerated. In this video, a prisoner known only as Shamil has literally just stepped foot in the jail. Понятием профилактика, чтобы этот человек знал, что если, не дай бог, он выступит против них, хоть словом, хоть делом, хоть что-то, то ему просто вот вся вот дальнейшая жизнь будет вот таким образом. Valentin's organization, the Fund for Protecting Prisoners' Rights, has identified around 50 penal colonies where it says torture has taken place. В каждом регионе имеется как минимум одна такая колония, которая называется пыточная, куда можно отослать любого осужденного, находящегося в этом регионе, для того, чтобы как бы сломать полностью его волю. The prison authorities deny all accusations of extortion and torture. They also refuse to be interviewed, saying the topic is too sensitive. But former prison director Sergei Vetoshkin, who retired 7 years ago, has no qualms about giving his views. Он говорит, это, говорит, наследник ГУЛАГа, наследник концлагерей, но так оно и есть. Эта система действительно гулаговская по своей сути осталась. И действительно, так как люди вот содержатся, это система концентрационных лагерей. Sergei is shown a video filmed by guards when he was a prison director. It shows a newly arrived prisoner who's refused to clean the toilets. In the next scene, the same prisoner is covered with severe bruises. Это называется применение спецсредств. Да, резиновых палок, РП-73. Это законно? Да. Ну, грань у того, кто применял эти спецсредства, только у него. Вот как он сам в данной ситуации понимал, сколько надо так применить к нему спецсредств, чтобы он понял, что надо все-таки уже начинать делать то, что от тебя требуется. Barely able to walk, the prisoner needs to be supported by other inmates. Но это уже последний случай, да, ведь? Как после того, как ты не понимаешь. Да. Ты же оказал злостное непоминовение. Да, все. Вот так вот заснять и показывать другим. Лучше, чем еще 10 вот так подвергнуть применению спецсредств. In Chelyabinsk, Daniil is visiting the grave of a fellow prisoner who died the previous year in Colony 6. He's one of the last people to have seen Nikolai Korovkin alive, inside the head of security's office. Он от него отворачивается, он говорит, что еще сопротивляться будешь? Схватил его за руку, развернул на себя и начал наносить удары. Он наносил удары, он сначала упал на колени, потом он наклонился ниже, то есть как он бил палкой, не подрасчитал, видимо, и попал в голову ему. Попав в голову палкой, он потерял сознание и упал. Здравствуйте, К6, отслужим Коровкиным, будете говорить? In an audio recording made a month before his death, Nikolai Korovkin tells his father he's the victim of extortion. Надо минимум миксер бетона. Слышишь меня? Ну, чтобы попасть это нормально. На отряд перейти там, в промзону и свидание, чтобы сделать по-человечески. Так, адрес куда что? 6. Какой адрес? Тут один адрес. Nikolai's grieving parents, Alexander and Lyubov, say they paid prison guards the equivalent of $3,500 over 2 months to keep their son safe. Откуда они деньги? Собираешь последние копейки и отдаешь.
чтобы своему лучше было. Вот и так все получается. Думаю, что она лучшая, а получается худшее. Они там все живут, блядь. The prison authorities claim Nikolai died of AIDS. An investigation has been carried out, but a year on, his parents are still waiting for answers. Уже до Москвы дошло, и толку нету ничего. Куда идти-то? Они друг друга все знают, что им делать? В местах все будет так же, как и было. А нам не вернуть. The very same day, Daniil and human rights activist Oksana are picked up by police. They're accused of consuming and dealing in drugs. А я не знаю, в чем он меня еще обвиняет. Он мне сказал, что я перевожу наркотические средства, поэтому он заставляет меня показать документы и провести досмотр. Они хотят остановить меня, чтобы я не пошла дальше. Чтобы люди дальше не пошли, которые работают со мной. Чтобы их испугать, может быть. After a few hours, the tests prove negative, and Daniil and Oksana are allowed to leave. Здесь каждый день интересно. Что-нибудь да случается. Да? Да, привет. Да, привет. The next day, Daniil has a hearing before the tribunal investigating the death of Nikolai Korovkin. Also present is the director of Colony 6, Denis Mekhanov, with his head of security, Konstantin Shegel. But it's Daniil who finds himself in the dock. For giving evidence on the death of Nikolai Korovkin, Daniil is charged with libel. Отрицательно, мне даже неохота смотреть в их сторону. То есть мне неприятно находиться с ними, в особенности с Щеголем. Механов, например, угрожал просто то, что я буду повешен в ШИЗО, то есть за факт моей смерти сделать так, что я как бы покончил жизнь самоубийством. Charges against the two prison managers are dropped. Не надо нас снимать. Еще раз предупреждаю, не надо нас снимать. Не надо нас снимать. But not Daniil. On the day of his 30th birthday, he's facing another 6-year stretch in jail. It seems incredible that a man called to give evidence over a death, even a former prisoner, ends up being charged over his testimony. If convicted, it'll no doubt be 6 years of very hard labour. Follow the links on our website for more about the campaign against Russian prison conditions, and tell us what you think at sbs.com.au/Dateline.